Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике вязать я не буду. Это легкий ролик-обзор. Я представлю вашему вниманию 10 моделей сумок этого сезона. Они настолько разные и необычные, имеют разный размер, форму и материал исполнения. Поэтому каждая из вас выберет для себя любимицу и воплотит свои идеи в жизнь с помощью моих подробных видеоуроков, ссылки на которые я оставляю в описании под этим роликом. Также оставляю ссылку на мою группу ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь, видео там будут выходить немного раньше. Ставьте лайки, пишите комментарии, перейдем к обзору. Первым хочу представить вам простой и практичный шопер из бабушкиных квадратов. 27 квадратных элементов сшиваются в общее полотно. Показываю, как связать квадрат необходимого размера и сшить все квадраты между собой простым и лаконичным швом. Далее навязывается небольшая глубина и вывязываются ручки. Изделие получается практичным и экономичным за счет отсутствия дорогостоящей фурнитуры. Размеры сумочки в ширину 33 сантиметра, глубина 32 сантиметра. Большим плюсом является пряжа, окрашенная градиентом. Таким образом, каждый элемент изделия не похож на другой, приобретает необычный и очень стильный вид. Данная техника очень популярна уже не первый сезон. Большим бонусом является наличие мастер-класса на головной убор. Это панама из бабушкиных квадратов, выполнена из той же самой пряжи. Все необходимые ссылки оставляю для вас в описании. Изделие выполнено из 100% хлопка, прекрасно стирается и носится. Следующая модель – это малышка из трикотажной нити. Вам потребуется всего один моток пряжи. В этом видео я подробно показываю и рассказываю, как связать 3 детали, из которых состоит изделие. Центральная часть, которая закладывает размер сумки, размер донышка и боковые части. Подробно рассказываю, сколько нужно набрать петель и как изменить размер изделия, связать сумочку большего или меньшего размера. Здорово будет смотреться из полиэфирного шнура. Здесь пример с дорогостоящей кожаной фурнитурой, но в том видео я представляю пример с бюджетной фурнитурой, смотрится отлично. Размеры готового изделия в ширину 23 сантиметра, глубина изделия 18-19 сантиметров. Легкая и простая, вяжется быстро, вместит все самое необходимое. Третья модель – это стильный и необычный шопер в корейском стиле. Вязан из плюшевой пряжи, такая мягкая и уютная, никого не оставит равнодушной. Изделие уже несколько раз стирала в стиральной машине, оно не потеряло внешнего вида и своих характеристик. Размеры сумочки 30 сантиметров в ширину и 37 в глубину. Точно так же в подробном видеоуроке я рассказываю, как связать изделие большего или меньшего размера, выбор цвета и пряжи на ваше усмотрение. Также здорово будет смотреться из трикотажной пряжи или шнура. Вяжу накладной карман и показываю, как аккуратно и лаконично его пришить. Также я декорировала сумочку цветочком. Можно обойтись без декора или даже связать какой-либо брелок, игрушку. Точно так же большим преимуществом изделия является отсутствие дорогостоящей фурнитуры. Сумочка стильная и очень модная. Подростки и девчонки помладше 100% оценят. Следующая модель – клатч из джутового каната и шпагата. Очень компактный и миниатюрный. Смотрится аккуратно и лаконично. Прекрасно дополнит образ летнего сарафана или джинсов с футболкой. Размеры готового изделия в ширину
25 сантиметров, глубина 16 сантиметров. Эффективная глубина порядка 10-11 сантиметров. Но боковые детали можно связать большего размера, чтобы сумочка была поглубже. В видео я подробно рассказываю, как связать центральную часть. Это овал. Обвязываю канат 8 мм шпагатом в 2 нити. Свяжем боковушки и необычным способом привяжем круглые ручки. В этой модели смотрится прекрасно любая форма ручек. Выбор остается за вами. Ссылку на видеоурок точно так же оставляю в описании под этим роликом. Пятая модель требует особого внимания. Это объемная сумка-шопер, может служить пляжным или городским вариантом на каждый день. Акцентирую на ней внимание. Этот видеоурок за короткий промежуток времени на моем канале набрал почти 1 миллион просмотров. В основании изделия бабушкин квадрат. У меня 12-рядный. Размер одного квадрата 25 на 25 сантиметров. Соответственно, больше рядов, больше размер изделия. Меньше рядов, можно получить сумочку меньшего размера. Таких квадратов потребуется 5. В видео я показываю, как связать квадрат, как сшить между собой каждую деталь, перейти на вывязывание глубины и связать ручки эргономичной формы. По обе стороны ручек такая аккуратная выточка, которая дает завершающий аккуратный вид изделию. Сумка вместительная и очень объемная. Вяжется легко и быстро, прекрасно будет смотреться из трикотажной пряжи, хлопковой, шнура, джута и даже рафии. Обязательно ознакомьтесь с видеоуроком, и вы захотите ее связать. Следующая модель — сумочка-торба из трикотажной пряжи с необычным декором. Изделие связано с использованием фурнитуры из кожзама в тон пряжи. Это утяжка и ручка. Также вяжется от круглого дна. Размер донышка 17-18 сантиметров. Переход к ровным стенкам подробно в этом видеоуроке. Навязываю глубину порядка 19 сантиметров. Также показываю, как связать отверстие под утяжку. И непосредственно уже в конце декорируем с помощью навязывания сетки с использованием того же цвета пряжи. Хочется сказать, что изделие будет прекрасно смотреться с использованием контрастного цвета пряжи. Допустим, изделие более светлого тона, сетка темного или наоборот. Такая сумочка вмещает все необходимое и завершит любой стильный образ. Седьмая модель — это малышка из полиэфирного шнура. Вяжется легко и быстро, с минимум затрат вашего времени и средств на материалы. Изделие состоит из 3 частей, 2 боковые и 1 центральная, которая и формирует клапан. Узор плотный и двусторонний, за счет этого прекрасно держит форму. Размер готового изделия, ширина порядка 19-20 сантиметров, глубина 14-15. Очень легкая и необычная. Следующее изделие — это аналог популярной сумки Zara. Мягкая и вместительная. В своем видеоуроке я показываю и рассказываю, какую пряжу использую, сколько петель набрать, как связать овальное донышко. По всему миру такие сумки продаются разной формы и размера. Выбор остается за вами. Переходим к вязанию стенок. Навязываем основную глубину изделия. Моя сумка достаточно объемная. В глубину порядка 40 сантиметров. Также перехожу к вывязыванию ручек. И непосредственно основная часть ручек состоит из бабушкиных квадратов, которые вывязаны в тон декора изделия. Ну и
Также вывязываются декоративные линии диагональные разных цветов. Сочетание и компоновка цветов может быть любой, смотрится прекрасно. И покажу, как спрятать ненужные кончики и ниточки. Изделие аккуратно и с лица, и снаружи. Оставляю ссылку на него в описании под этим роликом. Следующая базовая модель – это кроссбоди с использованием готового клапана и ремня стропы. Подойдет на любой случай и на каждый день. Изделие небольшой формы, вам потребуется всего один моток пряжи. Ширина 21 см, глубина 14-15 сантиметров. В видео я подробно рассказываю, как связать донышко овальной формы нужного размера и перейти к вязанию ровных стенок. Покажу, за счет чего получаются ровные, одинаковые и аккуратные галочки. Соединение рядов по донышку и по стенкам делаю разным способом. За счет этого практически невозможно найти, где это соединение по полотну происходит. Изделие очень лаконичное и аккуратное. За вами только выбор цвета фурнитуры и пряжи. Последняя, 10-я модель, это тоже копия популярного бренда. Прекрасно будет смотреться из джута, рафии и шнура. Изделие простое и лаконичное, имеет плотную фактуру и широкое донышко. Донышко переходит в стенки и в ручки. Сумка имеет облегченную центральную часть более легким сетчатым узором. Ширина изделия 39-40 сантиметров. Эффективная глубина порядка 32-33 сантиметров. Сумочка стильная и вместительная. Подойдет к любому летнему образу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Все необходимые ссылки и ссылку на продавца-производителя фурнитуры, инструментов и материалов оставляю в описании под этим роликом. Всем пока!